Меня зовут Николай Гринько. Мне было 28 лет весной 1986 года. Я был старшим сержантом химических войск, служил в Киевском военном округе. То утро 26 апреля изменило мою жизнь навсегда. Сегодня я расскажу вам не то, что показывают в фильмах. Не героические легенды и не конспирологические теории. Я расскажу, что действительно произошло в Чернобыле. Как это было на самом деле, глазами человека, который стоял на крыше третьего блока и сбрасывал графит лопатой обратно в жерло реактора. Прошло почти 40 лет, но я до сих пор помню запах той весны. Запах расплавленного металла, озона и чего-то еще, того, что невозможно описать словами. Запах атома. Это история одного дня. Моего самого длинного дня. 26 апреля 1986 года. Суббота. В ту ночь я не был на станции. Я спал в своей квартире в Киеве, в обычной хрущевке на Оболоне. За окном цвела сирень, помню этот запах, когда жена открыла окно утром. Обычное субботнее утро. Планировали поехать на дачу, посадить картошку. В половине 7 утра позвонил телефон. Командир части. Голос напряженный. Гринько, собирайся. Авария на ЧАЭС. Через час выезжаем. Я тогда не понял серьезности. Аварии на производстве случались. Думал, пожар, может задымление. Взял дозиметр, противогаз, обычный набор. Поцеловал жену и дочку. Сказал, вечером вернусь. Я не вернулся вечером. Я не вернулся и через неделю. Но вернемся к той ночи. К тому, что произошло на 4-м блоке. Сейчас все знают цифры. 1 час 23 минуты 48 секунд. Время первого взрыва. Но мало кто понимает, что именно происходило в те минуты в реакторном зале. Дежурная смена проводила эксперимент. Они хотели проверить, сможет ли турбина вырабатывать достаточно энергии во время выбега, когда она уже отключена, но по инерции вращается, чтобы питать системы безопасности реактора. Это был плановый эксперимент, он откладывался несколько раз. Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера, руководил испытаниями. Потом его обвиняли во всем. Но я скажу честно, это была не вина одного человека. Это была системная катастрофа. В реакторе РБМК-1000 была особенность, о которой многие операторы не знали в полной мере. При определенных условиях, когда мощность падала слишком низко, а потом пытались ее быстро поднять, возникал положительный паровой коэффициент. Проще говоря, реактор начинал разгоняться сам себя, как машина без тормозов с горы. Той ночью мощность упала до опасных значений. Они пытались ее поднять. Вытащили почти все стержни управления, те самые, что должны гасить реакцию. И когда в 1 час 23 минуты пришла команда «Аварийная защита», нажали кнопку АС-5, чтобы быстро опустить все стержни обратно, произошло обратное. У стержней были графитовые наконечники. Когда они пошли вниз, эти наконечники сначала вытеснили воду из каналов и на доли секунды усилили реакцию, вместо того, чтобы заглушить ее. Это было как бросить спичку в бензин, думая, что гасишь пожар. Мощность реактора взметнулась в сотни раз выше номинальной за секунды. Топливо мгновенно разогрелось до 1000 градусов. Вода превратилась в пар так быстро, что создала колоссальное давление. Первый взрыв был паровой. Как гигантская скороварка, которую разорвало изнутри. 1000-тонная крышка реактора, Елена, как ее называли операторы, подбросила в воздух. 2000 тонн металла и бетона подпрыгнули и встали под углом, как открытая крышка люка. А через несколько секунд произошло второе. Раскаленный графит и металл вступили в контакт с водой и воздухом. Химические реакции, выделение водорода. И второй взрыв, более мощный. Крышу реакторного зала просто снесло. Вылетело наружу более 50 тонн ядерного топлива в виде аэрозолей и осколков.
Раскаленные куски графита из активной зоны разлетелись по всей территории станции. Некоторые упали на крышу машинного зала, где было полно битума и других горючих материалов. Начались пожары. Сразу несколько очагов по всей станции. А из разрушенного реактора в небо ударил столб света, бледно-голубого, призрачного. Это было черенковское излучение. Свечение самой радиации. Очевидцы говорили, что оно было красивым. Смертельно красивым. Первыми на место прибыли пожарные из части номер 2. Лейтенант Владимир Правик и его бойцы. Они не знали, что крыша, на которую они поднялись, была усыпана кусками активной зоны реактора. Каждый такой кусок излучал 1000 рентген в час. Они тушили пожар 6 часов. Босыми руками разбрасывали горящий битум. Спасли 3-й блок. Если бы огонь перекинулся на него, взорвался бы и он. К утру 28 пожарных получили смертельные дозы облучения. Владимир Правик умер через 2 недели в Москве, в больнице номер 6. Ему был 31 год. Но в то утро, когда я ехал в автобусе с группой военных химиков к станции, я еще не знал масштаба катастрофы. Никто не знал. Мы выехали из Киева около 8 утра. Колонна из нескольких автобусов и грузовиков с оборудованием. В автобусе было человек 40, химики, дозиметристы, саперы. Кто-то курил, кто-то шутил. Обычная командировка. Чем ближе мы подъезжали, тем тревожнее становилась обстановка. На трассе стояли милицейские посты. Потом военные блокпосты. А потом мы начали видеть технику, пожарные машины, скорые, военные грузовики. Много. Очень много. Километров за 15 от станции командир приказал надеть респираторы. Еще через 5 километров достать дозиметры и включить их. Я включил свой ДП-5. И почти сразу стрелка ушла в красную зону. Я постучал по прибору, думал, сломался. Но нет. Он работал. 50 миллирентген в час. Потом 100. Потом стрелка зашкалила на 200. Мы еще были в 15 километрах от станции. Тогда я понял. Это не просто авария. Это что-то невероятное. Въехали в Припять около 10 утра. Город жил обычной жизнью. По улицам ходили люди. Дети играли во дворах. На площади готовились к первомайским праздникам, рабочие развешивали флаги и плакаты. Только милиция была везде. И странное ощущение, будто все делают вид, что все нормально, но что-то в воздухе, какая-то тревога. Проехали город и направились к станции. И вот здесь я впервые увидел это. 4-й блок. Точнее, то, что от него осталось. Вся правая часть здания была разрушена. Стены снесены, перекрытия висели, искореженный металл торчал во все стороны. А в центре этих руин зияла огромная черная дыра, разрушенный реактор. Над ним все еще поднимался дым. Не черный, а странный, буроватый, с красноватыми проблесками. И это марево над развалинами, будто воздух плавился. На площадке между блоками стояли пожарные машины, военная техника. Бегали люди в белых костюмах химзащиты. Лежали шланги. Повсюду валялись куски бетона, металла, какие-то обломки. И графит. Куски черного блестящего графита. Везде. Как будто кто-то рассыпал гигантское ведро угля. «Не трогать!» — кричал нам командир. «Ни к чему не прикасаться. Это все радиоактивно». Нас высадили у 3-го блока. Развернули полевой штаб. Принесли ящики с дозиметрами, респираторами, костюмами химзащиты. Прибежал человек из оперативной группы, лицо красное, покрытое испариной. «Кто у вас старший дозиметрист? Нужно срочно сделать замеры». Я поднял руку. «Идем. Покажешь, где что?» И быстрее, там дозы бешеные. Мы пошли к развалинам 4-го блока. По дороге он объяснял. На крыше 3-го блока, вплотную примыкающей к разрушенному 4-му, лежат десятки кусков,
выброшенного из реактора графита и топлива. Их надо сбросить обратно. Иначе они прожгут крышу, и третий блок тоже придется останавливать. А лучше, если загорится, может повториться взрыв. «Сколько дают эти куски?» — спросил я. Он посмотрел на меня. Помолчал. Потом сказал: от 1000 до 15 тысяч рентген в час. В зависимости от размера. Я остановился. 15 тысяч. Смертельная доза — 400 рентген. То есть за 1,5 минуты рядом с таким куском человек получал смертельную дозу. «И кто туда пойдет?» — спросил я. Он развел руками. «Мы. Военные. Кто еще?» К обеду подтянулись еще части. Химические войска, саперы, строители военизированных формирований. Всего человек 200, может больше. Развернули несколько пунктов сбора у станции. Прилетел генерал Антошкин на вертолете. Сделали совещание прямо на площадке под открытым небом. Все стояли в респираторах и костюмах, которые мало что защищали от гамма-излучения, но хоть как-то берегли от радиоактивной пыли. План был такой. Сначала вертолеты будут засыпать реактор песком, свинцом, глиной и бором, чтобы остановить реакцию и потушить графит. Параллельно мы, наземные группы, должны очистить крыши от обломков. Снизить фон. Потом инженеры будут думать, как закрыть этот разрушенный реактор полностью. Но в первую очередь крыша третьего блока. Она горячая, там лежит топливо. Организовали бригады. Человек по 10. Каждая бригада на крышу на 40-90 секунд. Не больше. Сбросить лопатой, сколько успеешь кусков графита, в пролом 4-го блока. И сразу вниз. 90 секунд работы. 90 секунд, чтобы получить годовую норму облучения. Или больше. Надо понимать, никто тогда не знал точных цифр. Дозиметры зашкаливали. Говорили много. Опасно. Смертельно. Но конкретные цифры никто не называл, потому что их просто не могли измерить обычными приборами. Нам выдали свинцовые фартуки. Они весили килограммов по 20. Должны были защищать внутренние органы. На деле они мало помогали при таких дозах, но хоть психологически поддерживали. Чувствовалось, что хоть что-то делаешь для защиты. Еще дали респираторы «Лепесток», простенькие, марлевая повязка по сути. Они защищали от пыли, но не от газов. Костюмы химзащиты L1, прорезиненные, тяжелые. В них за 5 минут заливался потом. И главное — дозиметры. Личные, индивидуальные. Маленькие карандашики, дозиметры, которые замеряли накопленную дозу. Их выдавали каждому перед подъемом на крышу и проверяли после спуска. «Норма — 25 рентген за смену», — сказал военврач. Кто набрал 25, сразу на дезактивацию и отдых. Дальше не работаете. 25 рентген. Я про себя прикинул, при работе на крыше с фоном в несколько тысяч рентген в час это означало минуты. Буквально минуты работы. Но приказ есть приказ. Сформировали первую группу. 10 человек. Я вошел в нее, как старший дозиметрист должен был показать пример. Да и самому нужно было оценить обстановку на месте. Перед подъемом нас инструктировали. Движения быстрые, но без суеты. Подошли к куску, зацепили лопатой, толкнули в дыру. Следующий. Не поднимать руками. Не наклоняться близко. Работаете 1,5 минуты по секундомеру. Сигнал. Сразу вниз по лестнице. Вопросы? Вопросов не было. Что тут спрашивать? Надели фартуки. Проверили респираторы. Взяли лопаты. Обычные совковые лопаты с деревянными черенками. Такими огороды копают. Этими лопатами мы должны были разгребать ядерное топливо. Пошли к лестнице. Металлическая пожарная лестница, крутая, ведущая на крышу третьего блока. Лезть метров 20 вверх. В свинцовом фартуке, в респираторе, с лопатой. Я почувствовал, как забилось сердце. Не от страха. От понимания.
Сейчас я поднимусь туда, где каждая секунда на счету. Где воздух насыщен радиацией, которую не видишь, не чувствуешь, но которая уже проникает в твое тело, рвет молекулы ДНК, убивает клетки. Командир посмотрел на часы. Пошли. Время пошло. Мы начали подъем. Лестница казалась бесконечной. Фартук тянул вниз, лопата цеплялась за ступени, респиратор затруднял дыхание. Я слышал свое тяжелое дыхание, стук сердца. Под резиновым костюмом уже был мокрый от пота. 20 ступеней. 30. 40. Впереди меня поднимался старшина Володя Шевченко. Сапер, служил со мной в одной части. Крепкий парень, спокойный. Сзади поднимались остальные. Я вытащил дозиметр. На этой высоте он уже показывал 500 рентген в час. Мы еще не на крыше, только поднимаемся, а фон уже таков, что за 5 минут здесь можно схватить смертельную дозу. Вылезли на крышу. И вот что я увидел. Крыша 3-го блока – большая плоская поверхность, покрытая битумной гидроизоляцией. На ней, как черные булыжники, лежали куски графита. Десятки, может быть, сотни кусков. Размером от кулака до небольшого чемодана. Они блестели на солнце странным, маслянистым блеском. Некоторые еще дымились. А прямо за ними, метрах в 15, зиял провал 4-го блока. Огромная черная дыра в здании. Оттуда валил дым, слышался гул, треск. Внутри что-то светилось красным, раскаленный металл, горящий графит. Над провалом висела та самая крышка реактора, Елена. 2000 тонн бетона и металла стояли вертикально, под углом, как памятник катастрофе. Ветер дул в нашу сторону, нес горячий воздух от реактора. От него исходило ощутимое тепло, как от костра. Только это был не простой костер. Это горел атом. «Вперед!» — скомандовал старшина. «По плану. Начинай, Гринько». Я шагнул к ближайшему куску. Поднес к нему дозиметр. Стрелка ударилась в ограничитель. 10 000 рентген в час. Максимум шкалы. Этот кусок размером с кирпич излучал 10 000 рентген в час. За 3 минуты рядом с ним человек получал смертельную дозу. Я зацепил его лопатой. Он был тяжелым, плотным. Толкнул к краю крыши, где был пролом в 4-й блок. Еще толчок. 3-й. Кусок сполз вниз и упал в дыру с глухим стуком. 1. Следующий. Тоже тяжелый. Тянул на килограммов 10, может больше. Подцепил, потолкнул. Лопата царапала битум. Еще. Кусок пополз к краю. Упал. 2. Рядом работали остальные. Я видел боковым зрением, как Шевченко сталкивает лопатой большой кусок. Как другой боец торопится, суетится, и офицер кричит ему: «Спокойнее». Без паники. 3-й кусок. Этот был вообще маленький, граммов на 300. Но дозиметр возле него зашкалил также, 10 000. Может, это был кусок непосредственно топлива, а не графита. Урановая таблетка в графитовой оболочке. Подцепил, потолкнул. Лопата стукнула по нему, он подпрыгнул, покатился к краю. Я проводил его взглядом. Черный блестящий кусочек, в котором заключена смерть. Упал в провал реактора. 3. Я поднял голову, перевел дыхание. Респиратор мешал, хотелось его сорвать. Дышать полной грудью. Но нельзя. Воздух здесь насыщен радиоактивной пылью. Один вдох без защиты, и получишь внутреннее облучение, от которого ничто не спасет. Сколько прошло времени? Секунд 30? 40? Пошел к следующему куску. Этот лежал метрах в 5 от края, ближе к провалу 4-го блока. Туда идти не хотелось, там фон еще выше. Но приказ — очистить крышу. Шагнул туда. 2 шага. 3. Дозиметр взревел. 15 000. Шкалы не хватает, но я понял, 15 000, а может, все 20 000 рентген в час. Здесь, в 3 метрах от провала, смертельную дозу можно поймать за 1,5 минуты. Быстро подцепил кусок.
Он был горячим, чувствовалось даже через деревянный черенок лопаты. Толкнул. Он не пошел, зацепился за что-то. Еще раз. Пошел. Дотолкал до края. 4. Развернулся, чтобы идти назад, к следующему. И тут увидел. В 10 метрах от меня, у самого края провала, лежал большой кусок. Размером с небольшой мешок. Килограммов на 30, а может и больше. Он дымился. От него шел жар. И свет. Слабый, но заметный даже при ярком весеннем солнце. Голубоватое свечение. Это был кусок активной зоны. Уран, плутоний, продукты деления. Самое опасное, что может быть. Я знал, к нему нельзя подходить. Он дает такую дозу, что даже секунды рядом могут убить. Но он лежал на крыше. Прожигал битум. Создавал смертельную опасность для всего блока. Я посмотрел на часы. Прошла минута. Осталось 30 секунд. «Отбой!» — крикнул командир снизу. Время вышло. Всем вниз. Бойцы начали спускаться по лестнице. Шевченко похлопал меня по плечу. «Пошли, Коля». Все, сделали, что могли. Я стоял и смотрел на тот большой кусок. Если его не убрать, завтра придется снова подниматься. А это значит, снова дозы. Или он прожжет крышу, и будет еще хуже. «Гринько, вниз!» — крикнул командир. Я махнул рукой. Еще один. И пошел к куску. Шевченко схватил меня за плечо. «Ты что, офигел? Там доза бешеная». Я стряхнул его руку. «Прикроешь?» Он секунду смотрел мне в глаза через запотевшие стекла противогаза. Потом кивнул. «Давай быстрее. Я с тобой». Мы пошли к краю. С каждым шагом дозиметр у меня на груди трещал все чаще. Сплошной треск, как кузнечики в поле летом. Подошли к куску на расстояние 3 метров. Я поднял дозиметр. Стрелка легла на ограничитель и пыталась уйти дальше. Больше 20 тысяч рентген в час. Может, 30 тысяч. А может, 50 тысяч. Прибор не показывал. Здесь смертельную дозу можно получить за минуту. «Не подходи близко!» — крикнул Шевченко. «Толкай издалека». Я вытянул лопату на всю длину руки. Она была деревянная, 1,5 метра черенок. Подцепил край куска. Он был горячим. Очень горячим. Я почувствовал жар даже через перчатку. Толкнул. Кусок не пошел. Слишком тяжелый. Еще раз. Сильнее. Он качнулся, но остался на месте. «Коля, все. Уходим». Шевченко тянул меня за рукав. Я сделал шаг ближе. Дозиметр взвыл. Я чувствовал, как мое тело наливается дозой, как радиация проходит сквозь свинцовый фартук, костюм, кожу, мышцы. Как она убивает клетки в моем теле. Прямо сейчас. Уперся лопатой под кусок. Навалился всем весом. Кусок пошел. Медленно, сантиметр за сантиметром. Еще, еще. Дополз до края. Я толкнул изо всех сил. Кусок сорвался с края и полетел вниз. Я видел, как он падал, переворачиваясь в воздухе, светясь голубым. Как ударился о железные конструкции внутри провала и упал еще глубже, в ту черную пасть реактора. «Бежим!» — рявкнул Шевченко. Мы побежали к лестнице. Ноги подкашивались. Свинцовый фартук тянул вниз. В глазах потемнело. Добежали до лестницы. Я схватился за перила. Начал спускаться. Внизу стоял командир с секундомером. Медики с носилками. Дозиметристы. Спрыгнул на землю. Ноги подогнулись. Шевченко поддержал. Дозиметр. Протянул руку дозиметрист. Я снял свой индивидуальный дозиметр и отдал. Он поднес его к прибору, считал показания. Побледнел. 112. Я не сразу понял. Потом дошло. 112 рентген. За 2 минуты работы. Годовая норма для работника АЭС в мирное время — 5 рентген. Я за 2 минуты получил дозу за 22 года. «Шевченко?» — спросил командир.
Володя снял свой дозиметр. Дозиметрист проверил. 105. Мы посмотрели друг на друга. Потом рассмеялись. Нервно, истерически, но рассмеялись. Мы были живы. Мы справились. Мы сбросили этот ёбаный кусок радиоактивного ада обратно в реактор. «Все, вы свободны», — сказал командир. «На дезактивацию, потом отдых. Неделю на крышу не подниматься. Неделю. Потом можно будет снова». Нас повели к пункту дезактивации. Там снимали защитные костюмы, обрабатывали специальными растворами, проверяли дозиметрами. Если одежда фанила, в мешки на утилизацию. Если кожа, под душ, тереть щетками до покраснения. Меня раздели, облили водой, проверили. Фанила спина, видимо, прислонился к чему-то на крыше. Терли жесткой щеткой с каким-то химическим раствором, пока кожа не покраснела. Потом дали чистую одежду. Военную форму, пахнущую складом. Вывели на улицу. Дали сигарету. Я не курил обычно, но тут затянулся. Солнце клонилось к вечеру. Был уже 6-й час. В небе гудели вертолеты, они сыпали на реактор песок, свинец. Тяжелые Ми-8 зависали над провалом и разгружали мешки. Это была опасная работа, пилоты ловили дозы не меньше наших. Я стоял, курил и думал. Что я наделал? Какую дозу поймал? Что будет со мной? 112 рентген. Это много. Это очень много. Это уже зона лучевой болезни. Может быть легкой степени, может в средней. Пока симптомов нет, но они могут появиться через несколько дней. Но я был жив. И мне предстояло еще много работы. Потому что один день на Чернобыле был только началом. К вечеру на станцию прибыла комиссия из Москвы. Правительственная. Во главе с Щербиной, заместителем председателя Совета министров, и академиком Легасовым. Они приехали на бронированном автобусе в сопровождении военных. Сразу устроили совещание в оперативном штабе. Нас, рядовых ликвидаторов, туда не пустили, но мы слышали обрывки разговоров. Легасов требовал немедленной эвакуации Припяти. Говорил, что радиация в городе превышает допустимую в сотни раз. Что люди получают дозы, особенно дети. Что нужно вывозить всех немедленно. Но решения об эвакуации затягивали. Боялись паники. Боялись признать масштаб катастрофы. В итоге решили эвакуировать город только на следующий день, через сутки после аварии. 36 часов люди прожили в зараженном городе. Дети играли в песочницах с радиоактивным песком. Люди гуляли по улицам, дышали зараженным воздухом. Многие поднимались на крыши, чтобы посмотреть на горящую станцию, красивое зрелище, свечение, вертолеты. Они не знали, что каждая минута на этой крыше отнимала у них месяцы жизни. Вечером нас разместили в палаточном лагере, развернутом в километре от станции. Армейские палатки, походные койки. Полевая кухня, суп, каша, хлеб. Горячий чай в термосах. Я ел и не чувствовал вкуса. Организм был в шоке после полученной дозы. Начинало подташнивать, первый признак лучевой болезни. Но я не подавал виду. Рядом сидел Шевченко. Ел молча, задумчиво. «Как думаешь, выживем?» — спросил он вдруг. Я пожал плечами. «Не знаю. Доза большая. Но люди и не с такими дозами выживали. Слышал, там в Москве госпиталь специальный. Для лучевых больных. Туда везут тяжелых, пожарных, операторов». Я кивнул. Больница номер 6. Туда действительно везли всех, кто получил острые дозы в первые часы. У них уже начиналась настоящая лучевая болезнь, рвота, кровотечение, отказ органов. 28 пожарных. Операторы из смены. Врачи скорой помощи, которые оказывали им первую помощь, не зная о радиации. Всего человек 130 попало в больницу с острой лучевой болезнью. 28 из них умерли в течение 3 месяцев.
«Главное не паниковать», — сказал я. «Организм сам борется. Костный мозг восстанавливается. Иммунитет справляется. Главное — не терять волю к жизни». Володя усмехнулся. «Философ ты, Гринько». Мы доели ужин. Я вышел из палатки, прошелся вдоль лагеря. Стемнело. На небе всходили звезды. Весенний вечер, прохладный, свежий. А в 3 километрах отсюда горел реактор. Облако радиоактивного дыма поднималось в стратосферу и разносилось ветром по Европе. Уже выпали осадки в Белоруссии, Прибалтике. Завтра накроет Скандинавию. Послезавтра — Германию, Польшу. Мир узнает о Чернобыле через датчики радиации на шведской АЭС Форсмарк. 28 апреля их приборы зарегистрируют всплеск радиации. Они начнут искать утечку у себя. И только потом поймут, это пришло из СССР. И тогда Советский Союз признается. Горбачев выступит по телевидению. Начнется международная помощь. Но это будет потом. А сейчас мы работаем. Сотни, тысячи людей. Пожарные, военные, инженеры, строители. Мы гасим пожар в самом сердце атома. Я вернулся в палатку. Лег на койку. Закрыл глаза. И не мог уснуть. Перед глазами стояла картина: разрушенный реактор, черные куски графита на крыше, голубое свечение того большого куска. И цифры. 112 рентген за 2 минуты. Сколько я получу еще, пока мы не закроем реактор? Говорили, ликвидаторы работают на Чернобыле месяцами. Кто-то год, кто-то 2. Но я понимал, с такими дозами столько не протянешь. Либо эвакуируют с лучевой болезнью, либо... Не хотелось думать о плохом. Уснул под утро. Снился дом. Жена и дочка. Обычная мирная жизнь, которая теперь казалась такой далекой. 27 апреля, воскресенье. Второй день после аварии. В 2 часа дня началась эвакуация Припяти. Я видел это со станции. Колонны автобусов шли по дороге, желтые икарусы, бордовые лазы. Более 1000 автобусов согнали со всей Украины. Они увозили 47 тысяч человек. Жителям объявили: временная эвакуация на 3 дня. Берите только документы и самое необходимое. 3 дня. Люди поверили. Оставляли квартиры открытыми, оставляли вещи, домашних животных. Думали, вернуться через 3 дня. Никто не вернулся. Припять стала мертвым городом навсегда. Автобусы уходили один за другим. Их проверяли дозиметристы на выезде. Обрабатывали дезрастворами. Колеса обливали, чтобы смыть радиоактивную пыль. Людей везли в пункты временного размещения, в села, райцентры по Киевской области. Раздавали йодид калия, таблетки для защиты щитовидной железы от радиоактивного йода. Но давали слишком поздно. Первые сутки после аварии самые критичные для йодной профилактики. А таблетки дали через 36 часов. Многие жители, особенно дети, уже получили дозу на щитовидку. Это аукнется через годы. Рак щитовидной железы станет эпидемией в регионе. А мы продолжали работать. Группы сменялись каждые 2-3 часа. Поднимались на крыши, сбрасывали графит. Заходили в помещение станции, проводили дезактивацию. Разгребали завалы. Работа была нон-стоп. Люди падали от усталости, от перегрева в защитных костюмах, от доз. Их увозили в медпункты, приходили новые. К концу 2-го дня большую часть графита с крыши 3-го блока убрали. Фон там снизился с 15 тысяч рентген до 2-3 тысяч. Все еще смертельно опасно, но уже не критично. Но проблема была не только в графите на крышах. Проблема была в самом реакторе. Он продолжал гореть. Графит внутри активной зоны горел, как гигантский костер. Температура достигала 2000 градусов. Ядерная реакция хоть и замедлилась после взрыва, но не прекратилась полностью. Нужно было потушить этот пожар и остановить реакцию. Для этого вертолеты сбрасывали в жерло реактора.
песок, чтобы засыпать топливо, глину, чтобы создать герметичный слой, свинец, чтобы поглощать излучение и охлаждать, бор, чтобы замедлять нейтроны и глушить реакцию. За 5 дней они сбросили около 5000 тонн материалов. Вертолеты заходили на цель со стороны, зависали над зияющим провалом и открывали люки. Мешки с песком и свинцом летели вниз, в ту светящуюся пасть. Пилоты работали по 15-20 вылетов в день. Каждый вылет – это доза. Над реактором они ловили по 100-200 рентген за рейс. Некоторые пилоты за эти дни набрали дозы больше 500 рентген. Генерал Николай Антошкин, командовавший авиагруппой, налетал больше всех. Он вел свой вертолет первым на каждый заход, показывая пример. Получил огромную дозу, но выжил. Дожил до старости, он умер только в 2021 году, в возрасте 78 лет. Герой. А мы, наземные бригады, работали внизу. Убирали обломки, дезактивировали территорию, готовили площадки для строительства. Потому что уже было понятно, реактор нужно будет закрывать. Строить саркофаг. Бетонный колпак над всем этим ужасом. 1 мая в Киеве прошла первомайская демонстрация. Парад, праздник, люди на улицах. Дети с шариками. Праздничные колонны. А в 30 километрах горел Чернобыль, и ветер нес радиацию прямо на Киев. Жителей не предупредили. Не отменили мероприятия. Власти боялись паники. Боялись признать, что радиационная обстановка опасна. Миллионы людей вышли на улицы. Дышали зараженным воздухом. Получали дозы. Особенно дети, они более чувствительны к радиации. Это была преступная халатность. Многие потом скажут, вот где настоящее преступление Чернобыля. Не в самой аварии, аварии случаются, а в том, что людей не эвакуировали, не предупредили, не защитили. Но мы, ликвидаторы, не знали об этом. Мы работали на станции. Нас не информировали о политике, о решениях. Нам просто говорили: работаете. Станцию спасаете. И мы работали. К концу первой недели графитовый пожар начал затухать. Слой песка и свинца над реактором рос. Температура понемногу снижалась. Но была новая проблема. Под реактором, в подреакторном пространстве, скапливалась вода. Тонны воды от тушения пожара, от разорванных трубопроводов. Эта вода была радиоактивной. И если расплавленное топливо, кориум, адская смесь урана, графита, металла, раскаленная до 1000 градусов, прорвется вниз и достигнет этой воды, произойдет паровой взрыв. Взрыв такой мощности, что разрушит фундамент станции. Загрязнит грунтовые воды. Заразит Припять. Возможно, даже Киев. Это был сценарий апокалипсиса. Нужно было откачать воду. 3 добровольца, Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов, спустились в затопленные подвалы. В кромешной тьме, в воде по пояс, радиоактивной настолько, что дозиметры зашкаливали, они нашли вентили и открыли их. Вода начала сливаться. Эту операцию называют миссией самоубийц. Говорят, что все 3 погибли от лучевой болезни. Но это не так, все 3 выжили. Алексей Ананенко дожил до 2022 года. Это был подвиг, но не жертва. А потом были шахтеры. Под реактор нужно было вырыть тоннель и построить холодильную установку, чтобы остужать фундамент и не дать топливу прорваться вниз. Приехали шахтеры из Донбасса и Подмосковья. Рыли тоннель под самым реактором в нечеловеческих условиях. Жара, радиация, теснота. Работали в одних трусах, потому что в туннеле было под 40 градусов. Месяц рыли. Многие из тех шахтеров умерли потом. Рак легких, лейкемия. Не сразу, через 5, 10, 15 лет. Но все знали, что это последствия Чернобыля. Всего за время ликвидации через Чернобыль прошло около 600 000 человек. 600 000 ликвидаторов. Военные,
пожарные, шахтеры, строители, водители, врачи. Простые люди, которых призвали на эту войну. Войну с атомом. Они строили саркофаг над реактором. Огромное сооружение из бетона и металла. Строили с октября 1986 по ноябрь. За 6 месяцев. В условиях чудовищной радиации. Рабочие работали по 40 секунд, минуту. Вбежал, вкрутил болт, вышел. Следующий. Конвейер смерти. К ноябрю саркофаг был готов. Реактор закрыт. Но это было временное решение. Сам саркофаг начал разрушаться через 20 лет. В 2016 году над старым саркофагом построили новое укрытие – арку. Гигантскую металлическую конструкцию. Она должна простоять 100 лет. Но даже через 100 лет реактор будет опасен. Топливо внутри будет радиоактивно еще 1000 лет. Чернобыль – это рана на теле планеты, которая не заживет при нашей жизни. Я работал на Чернобыле 3 недели. После того первого подъема на крышу, где я поймал 112 рентген, меня еще несколько раз отправляли на задания. Дезактивация техники, замеры радиации, сопровождение бригад. Каждый день добавлял дозу. К концу 3-й недели у меня был набран 231 рентген. Начались симптомы. Тошнота по утрам. Слабость. Кожа на руках стала сохнуть и шелушиться. Лучевой дерматит. Волосы начали редеть. Военврач посмотрел на мой дозиметр и сказал: «Все, Гринько, ты едешь домой». Эвакуация по состоянию здоровья. Я пытался спорить. Говорил, что еще могу работать. Но он был непреклонен. 7 мая меня отправили в Киев, в радиологическое отделение. Там обследовали, взяли анализы. Диагноз – лучевая болезнь 1-й степени. Лечение – симптоматическое, витамины, кровь донорская, покой. Провел в больнице 2 месяца. За это время там лежали десятки таких, как я. Ликвидаторы с дозами от 100 до 400 рентген. Кто-то поправлялся быстро, кто-то долго. Кого-то увозили в Москву, в 6-ю больницу, где лечили тяжелых. Я выкарабкался. Волосы отросли заново. Кожа зажила. Анализы крови пришли в норму, правда не сразу, а через полгода. Меня комиссовали из армии по состоянию здоровья. Дали инвалидность 3-й группы. Статус ликвидатора. Льготы, бесплатные лекарства, санаторное лечение раз в год, небольшая прибавка к пенсии. Вернулся к жене и дочери. Они ждали. Жена плакала, когда я переступил порог. Дочка не узнала, я похудел на 20 килограммов, волосы еще не до конца отросли. Но я был жив. Был дома. А Чернобыль остался со мной навсегда. Каждый год я хожу на медосмотры. Проверяют кровь, щитовидку, легкие. Ищут последствия облучения. Пока ничего критического. Но знаю, риск онкологии у меня повышен на всю жизнь. Знаю многих своих товарищей, кто не выжил. Володя Шевченко умер в 1998. Рак печени. Ему было 42 года. Мы поднимались с ним вместе на ту крышу, работали рядом. Командир нашей группы, майор Кравченко, умер в 2003. Лейкемия. Многих уже нет. Очень многих. Но мы сделали свое дело. Мы остановили катастрофу. Не дали ей стать еще больше. Спасли 3-й блок, спасли другие реакторы, предотвратили паровой взрыв, который мог бы сделать непригодной для жизни половину Европы. 600 тысяч ликвидаторов. Мы – невидимая армия, которая воевала с атомом и победила. Ценой своего здоровья, а многие – ценой жизни. Что реально произошло в Чернобыле весной 1986 года? Произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. Взрыв реактора выбросил в атмосферу радиоактивных веществ в 400 раз больше, чем бомба в Хиросиме. Облако накрыло огромные территории – Украину, Белоруссию, Россию, Европу.
Было эвакуировано более 350 тысяч человек. Зона отчуждения, 2600 квадратных километров, останется закрытой на тысячи лет. 28 человек умерли в первые месяцы от острой лучевой болезни. Но это только прямые жертвы. Косвенных – тысячи. Рак, лейкемия, генетические нарушения. Точное число жертв Чернобыля никогда не будет известно. Оценки разнятся от 4000 до 200 тысяч человек. Но Чернобыль – это не только трагедия. Это еще и подвиг. Подвиг пожарных, которые первыми приняли удар и спасли станцию от полного разрушения. Подвиг вертолетчиков, которые сотни раз заходили над горящим реактором. Подвиг шахтеров, которые рыли тоннель под адом. Подвиг сотен тысяч ликвидаторов, простых людей, солдат, офицеров, рабочих, инженеров, водителей, врачей, которые приехали туда, зная о риске, и сделали невозможное. Мы закрыли реактор, построили саркофаг, очистили территорию, спасли миллионы жизней. Это была наша война. Тихая, невидимая война. Без выстрелов, но со смертями. Без наград большинству из нас дали только медали «Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС», которые мы носим с гордостью. Прошло почти 40 лет. Припять стоит пустым призраком. Заросшие улицы, разрушенные дома, ржавеющие аттракционы в парке развлечений, который так и не открылся. 1 мая должен был состояться торжественный запуск. Природа отвоевывает город. Леса прорастают сквозь асфальт. Волки, лоси, кабаны ходят по проспектам. 4-й блок закрыт саркофагом и новой аркой. Станция окончательно остановлена. Последний реактор закрыли в 2000 году. Чернобыльская АЭС прекратила существование. Но Чернобыльская зона живет. Там работают несколько тысяч человек. Ученые изучают последствия катастрофы. Инженеры следят за саркофагом. Охранники патрулируют территорию. И туда приезжают туристы. Сотни тысяч туристов в год. Смотрят на Припять, на станцию, фотографируются на фоне реактора. Чернобыль стал туристическим аттракционом. Я был там в 2015 году. Приехал через 29 лет после аварии. Организовали встречу ветеранов-ликвидаторов. Нас собралось человек 50. Из тех, кто еще жив. Мы стояли перед 4-м блоком, закрытым саркофагом. Тем самым блоком, на крышу которого я поднимался в тот апрельский день. Фон там теперь низкий. Можно находиться часами. То, что мы делали в считанные минуты, рискуя жизнью, теперь безопасно. Мы победили. Мы запечатали атом обратно. Но я смотрел на этот саркофаг и думал, сколько жизней он стоил. Сколько здоровья, судеб, семейного счастья. Стоило ли оно того? Я не знаю ответа. Но знаю другое. Если бы не мы, было бы хуже. Намного хуже. Поэтому, когда меня спрашивают, жалею ли я о том, что поехал тогда в Чернобыль, я отвечаю: нет, не жалею. Это был мой долг. Долг перед страной, перед людьми, перед будущим. И я его выполнил. Весной 1986 года мир изменился. Чернобыль показал, что атомная энергия – это не только прогресс, но и огромная ответственность. Что одна ошибка, одно неверное решение может привести к катастрофе планетарного масштаба. 5 лет спустя после Чернобыля распался Советский Союз. Многие историки говорят, Чернобыль стал одной из причин. Катастрофа обнажила все недостатки системы. Секретность, некомпетентность, безответственность. Но из Чернобыля извлекли уроки. Атомная энергетика стала безопаснее. Реакторы нового поколения имеют многоуровневую защиту. Международные стандарты ужесточились. И все же. В 2011 году произошла авария на Фукусиме. Тоже взрывы, выбросы радиации, эвакуация. Не такая масштабная, как Чернобыль, но показавшая, опасность все еще существует. Атом можно приручить,
но нельзя недооценивать. Я дожил до 66 лет. У меня растут внуки. Дочь родила 2 детей, здоровых, без последствий моего облучения. Это счастье. Многие мои товарищи не дожили до внуков. Не увидели, как вырастают их дети. Остались навсегда молодыми, в памяти, на фотографиях, на гранитных плитах. Их имена выбиты на мемориале в Чернобыле. Сотни имен. И еще сотни на мемориалах по всему бывшему Союзу. В Москве, Киеве, Минске, во всех городах, откуда приезжали ликвидаторы. Мы не забыты. Но нас становится все меньше. Поэтому я рассказываю эту историю. Чтобы помнили. Чтобы знали, что реально произошло в Чернобыле. Не киношную драму, не конспирологические версии. А правду. Правду о том, что весной 1986 года обычные люди встали между катастрофой и человечеством. И победили. Ценой своей крови, здоровья, жизни. Мы были солдатами невидимой войны. И мы выполнили свой долг. Память о Чернобыле должна жить. Не как страшилка, а как урок. Урок о цене ошибок. О мужестве простых людей. О том, что даже самую страшную катастрофу можно остановить, если не терять человечности. 26 апреля – День памяти жертв Чернобыля. В этот день я всегда еду на кладбище. Прихожу к могилам товарищей. Стою, молчу. Вспоминаю. Вспоминаю ту весну. Запах сирени, смешанный с запахом расплавленного металла. Голубое свечение над реактором. Треск дозиметра. Тяжесть свинцового фартука. Лопату в руках. И тот большой кусок, который мы с Володей сбросили обратно в жерло. Мы справились. Мы остановили ад. Меня зовут Николай Гринько. Я – ликвидатор Чернобыльской катастрофы. И это была моя история. Спасибо, что выслушали. Помните. Помните всегда.